Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Приветствую, дорогие братья и сестры. Сегодня начнем цикл видеороликов, дающих общее представление о принципах работы современных технологий. А для того, чтобы понимать, каким образом работают современные сложные устройства, мы должны рассмотреть историю развития каждого устройства. Итак, начнем с самого начала. Первыми из важнейших милостей, которыми Всевышний изначально наделил человека, были две способности. Первое – это знание имен вещей, другими словами, хранение информации в мозгу. Второе – это возможность изъясняться, или, другими словами, делиться информацией. Далее, на каком-то этапе развития человечества, Всевышний научил человека письменности. Другими словами, Бог научил человека хранить информацию не только в своем сверхмощном мозге, но также записывать на носителях. Первое время развитие шло на доступных в первых этапах развития человечества материалах и технологиях, а это камни и дощечки. Затем развитие дошло до красок и чернил. Сначала запись велась на шкурах, корах деревьев, папирусах, и развитие наконец дошло до свитков бумаг. А затем развитие дошло до книг. Затем наступает этап создания печатных машинок. И, наконец, этап создания компьютеров. На наших уроках мы рассмотрим этапы развития, начиная с механических печатных машин. А после печатных машин мы плавно перейдем к электричеству и девайсам, работающим на электричестве. Итак, рассмотрим печатные машинки. Это самые простые в своей основе устройства, причем работают они без какой-либо электроники, то есть действия выполняются непосредственно через механическое воздействие человека. Принцип работы машинки заключается в нанесении разных символов на вставленную бумагу за счет специальных рычагов, которые с одной стороны представляют собой клавиши, а с другой заканчиваются небольшими площадками с металлическими литерами-буквами. Буквально это выглядит так. При нажатии на нужную клавишу рычаг ударяет по ленте и таким образом оставляет отпечаток литеры на листе бумаги.